Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Coffee Channel, и я продолжаю обозревать для вас пляжи острова Колан. Сегодня мы посетим Тьен-Бич, один из лучших пляжей острова. Добраться на пляж можно как с пирса на Бан, так и с пирса Тавайен. С помощью тук-тука, либо мотобайк-такси, либо можно арендовать байк и приехать самому. Стоимость тук-тука 30 бат, стоимость мотобайк-такси 50 бат. Пляж Тьен-Бич расположен в небольшой живописной бухте. Протяженность пляжной полосы порядка 500 метров. И его отличительная особенность в том, что к нему невозможно подъехать непосредственно на транспорте, а нужно пройти пешочком по вот этой каменной эстакаде. Ну, я думаю, порядка 200 метров. Вот, собственно говоря, вы видите стоянку тук-туков и мотобайков. Сюда вас привозят. И по вот этой вот дорожке живописной мы идем на пляж. Лично я наличие необходимости такой прогулки не ставлю в минус пляжу. Здесь весьма живописная обстановка и прекрасное место для фотосессий, чем многие здесь и занимаются. Вот видите, люди уже готовятся сфотографироваться. Развитая пляжная инфраструктура начинается здесь практически с конца эстакады. Лежаки стоят в зависимости от места расположения от 50 до 100 бат. Ну, собственно говоря, 50 либо 100 бат. С края вот здесь вот я спрашивал по 50. Здесь вот в густом месте тоже по 50, а где посимпатичнее, там уже начинается 100 бат. Как видите, пляж Тьен встречает нас сильным приливом. В принципе, мне кажется, сейчас максимальная вода. Я вообще не припомню, чтобы вода заходила за вот эти вот кусты. Повсюду нас встречают барчики и ресторанчики. Я уже поинтересовался. Пиво Чанг в большой бутылке 620 миллилитров здесь стоит 100 бат. Ну вот мы потихонечку подходим уже к более такой фешенебельной зоне, где лежаки идут по 100 бат. Но я, наверное, где-то здесь и остановлюсь. Смотрите, какая прелесть. Во-первых, простор. Я не люблю вот эту тесноту, суету. Ну и чем глубже на пляж заходишь, тем меньше людей и меньше транзитных всяких пассажиров. Поэтому я думаю, вон там мы остановимся, на тех зеленых лежачках. Экономить 50 бат на отдыхе не считаю, что следует. Лучше насладиться уже прям по полной. Смотрите, как здесь просторно. И место для купания замечательное, огороженное. Ну а дальше мы видим еще один большой двухэтажный ресторан с террасой. В плане инфраструктуры это, наверное, самый продвинутый пляж. Ну, разве что если брать Тавайен, там тоже много всего, но там и очень много людей. Пляж Тавайен я категорически не рекомендую никому, но если только вы не большой любитель человечества. Ну и давайте без промедления перейдем к расстановке наших традиционных оценок. За берег, я думаю, можно и нужно поставить 4 звезды из 5. Прекрасный белый песочек, развитая инфраструктура, все очень живописно. Кстати, попозже сходим на вот этот вот мыс дальний. Там прекрасные фотосессии получаются, красивые скалы, растительность, цветы. Это еще один дополнительный плюс. Количество отдыхающих вы можете также прекрасно оценить. Конечно, сейчас у нас ситуация нетипичная. Таиланд только возвращается к жизни после пандемии. Но, однако же, прошу заметить, что сегодня мы отдыхаем на пляже
в воскресенье. А как известно, категорически не рекомендуется ездить на Калан в выходные дни, так как здесь большее количество народа за счет местного населения. Тем не менее, мы видим, что и сейчас, в выходной день, количество отдыхающих очень комфортное. Но этому еще способствует большая протяженность пляжной полосы, то есть люди распределяются и как бы абсолютно не густо получается. Поэтому мы по состоянию на настоящий момент смело можем поставить 4 звезды. Ну и оценим давайте воду. Сразу скажу, что в центральной части пляжа заход пологий, дно песчаное, белый песочек. В этом смысле все очень комфортно. И если вы отдыхаете с детьми, я рекомендую именно останавливаться где-то посередке. С краев же имеются уже битые кораллы, камушки. И там имеет смысл остановиться, если вы хотите поплавать с масочкой, порассматривать подводных обитателей, тогда вам туда. По чистоте вода, ну, в принципе, весьма чистая. Я вот стою сейчас почти по грудь. Прекрасно видно дно. Но, однако, сегодня немного какая-то пена такая присутствует. Поэтому, наверное, 4 будет все же с минусом. Но зная, какое здесь состояние дел обычно, я могу сказать, что вода здесь хорошая. Вода чистая и редко бывает какой-то мусор. Поэтому здесь тоже будет 4 звезды из 5. Друзья, вынужден внести некоторое уточнение и скорректировать свою оценку по плотности отдыхающих. Немного поотдыхал на пляже, подъехали еще туристы, и я думаю, все-таки объективно будет поставить 3 звезды за плотность отдыхающих. Также обращаю внимание, что инфраструктура отдыха здесь работает на полную катушку. Катают на банане, можно прокатиться на водном мотоцикле. Такие вот байдарочки сдаются в аренду. Также я видел услуги по съемке с квадрокоптера. Девушка плавала на байдарке, и за ней всюду следовал квадрокоптер. К сожалению, со своим квадрокоптером у меня не получилось сюда приехать. В Таиланде использование дронов довольно-таки проблематично с бюрократической точки зрения. Напоследок, как и обещал, предлагаю прогуляться к мысу и полюбоваться на природные красоты. На этом мой рассказ подходит к концу. Напоминаю, что последний паром уходит в Паттайя с пирса Та-Ваен в 17 часов и с пирса на Бан в 18 часов. Не опаздывайте, хорошего вам отдыха, и если фильм вам понравился, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Каждый четверг у меня премьера нового фильма. Пишите комментарии, пересылайте ссылку друзьям, знакомым. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока!